всех на моем канале. Меня зовут Кристина. Хотела рассказать вам о переделке в горке из ЛДСП. Все началось с того, что после ремонта шкаф никак не вписывался в новый интерьер по цвету. И я решила, что просто закажу фасады или лицевую часть, дверцы моего шкафа в мебельной компании. Тем более, что я уже так делала со своей кухонной мебелью, и результат мне понравился. Но подумала, раз терять уже нечего, то почему бы не попробовать переделать его своими руками. Я купила необходимые материалы и принялась за дело. Что из этого вышло? Давайте посмотрим вместе. Итак, что мне понадобилось? Наждачка. От 80 до 120, на мой взгляд, оптимальный вариант. После работы с наждачкой сотрите всю пыль влажной тряпочкой и нанесите обезжириватель. Брала такую терку с зажимами для наждачки. Показалось неудобно. Тяжело регулировать нажим. Можно обойтись без нее. Шпатлевка для дерева. Если будет меньше весом, берите, очень маленький расход. Для небольшой поверхности подходит маленький резиновый шпатель. Если на мебели нет подобных сколов, можно обойтись без шпатлевки. Так выглядит зашпатлеванная поверхность. Обязательно после полного высыхания отшлифуйте финишной наждачной бумагой до идеально ровной поверхности. Далее грунт. У меня акриловый, потому что работала дома. Он без запаха. Пробовала грунтовку на основе лака. Такое покрытие, конечно, имеет жесткое сцепление, но в домашних условиях с ним работать невозможно из-за сильного запаха. Грунт наносить в один слой и давать время для полного высыхания, чтобы не стянуть затем грунт эмалью. На некоторые детали наносила эмаль без грунтовки. Большой разницы не увидела. Можно обойтись и без нее. Эмаль акриловая и ванночку для нее. Также подойдет краска акриловая для окон и дверей. Покупала все в строительном магазине. Краска со временем густеет, и ее становится сложнее наносить. В таком случае разведите ее водой по инструкции на упаковке. Эмаль наносила в 4 тонких слоя. Велюровый валик для нанесения эмали. У меня длиной сантиметров 12. На длинных дверях он показался мне маленьким, но всю работу сделала им. Также перчатки и одежду, которую вам не жалко, так как краска после высыхания не отстирывается. Все лицевые части выдвижных полок и дверей я выкручивала и снимала. Так выглядит только что снятая дверь шкафа, а далее уже обработанная наждачкой. Также обрабатывала боковые части и верхние. Низ рекомендую не красить, его все равно не видно и будет прилипать к низу, если полку не часто использовать. В своей горке я также заменила все ручки и стекло в шкафчике для посуды. Если у вас остались вопросы, задавайте в комментариях. Постараюсь всем ответить. До новых встреч!